Как-то раз решил я навестить друга, жившего в деревне. Андрей. Мастер на все руки был, за что бы ни брался, все идеально выходило. А тут я узнал, что у него год назад жена умерла. Вот и заехал к своему старому приятелю поддержать душевно. Да и не виделись мы уже лет 10. Последний раз в городе на базаре столкнулись, но это все не то. На ходу общения не получилось, оба спешили по неотложным делам. И вот сегодня наконец-то встретились. Сидели мы за круглым столом в жарко натопленной избе и уже часа 3 не могли наговориться. Все, что прошло за последние 10 лет, друг другу рассказывали. Под ногами все время крутился огромный рыжий кот величиной со среднюю собаку. Рваное ухо и шрам на всю морду выдавали его бойцовский характер. Он басом мурлыкал и терся об мои ноги, выпрашивая еду со стола. «Зря ты его пнул», — сказал Андрей. «Не люблю, когда кот трется. Я отпихнул, он не понял, опять лезет. Вот и пришлось пнуть». Оправдывался я, глядя на кота, который с недовольным видом отошел от стола. Сидя в углу комнаты, кот облизывал лапу и как бы невзначай поглядывал на меня. Изучает и запоминает. «Он такого обращения с собой не прощает», — продолжил Андрей. «Однажды дальний родственник жены приехал погостить и вот так же отпихнул его ногой от себя. Так этот зверь дождался ночи, когда гость уснул на кровати, выскочил и разодрал в клочья все одеяло, которым укрывался гость. «Что такой мстительный кот?» — изумился я. «Да, нельзя с ним так, он ласку любит», — отвечал Андрей. «А зачем ты его держишь, такого злобного?» — спросил я. «Тут все не просто так. Кот этот особый, ему цены нет». Андрей вытянул бутыль с горячительной жидкостью, достал закуску и сказал: «Рассказ будет длинный, расскажу. Зачем кота такого держу?» Меня долго упрашивать не пришлось. Уже было интересно, зачем держать зверя, который тебя загрызет. Может, если не так на него посмотреть. «Понимаешь», — начал Андрей, — «один он у меня остался из всей семьи. С ним живу последний год после того, как Наташи не стало. А ведь все было у меня — жена, дом, хозяйство. Когда супруга заболела, пришлось постепенно и от коровы, и от кур избавиться. Не под силу мне одному было совсем справиться, да и за Наташей ежечасный уход был нужен. Собака давно от старости умерла. Вот и остались мы с котом вдвоем в этой избе. Но это не главное. А главное, что этот кот меня от смерти спас. Если бы не он, я бы тут сейчас не сидел. «А как же так вышло?» — поинтересовался я. «Ну, тогда надо с самого начала рассказывать. Ведь я его тоже когда-то от смерти спас. Собрался я как-то зимой на охоту, иду по лыжне через поле. Погода прекрасная, тишина кругом. Иду, наслаждаюсь, предвкушаю, как подстрелю зайца на ужин. Дома жена ждет моих лесных трофеев, и кошка Нюрка тоже в ожидании, под теплой печкой в коробке с котятами, слепыми еще. И тут вдруг слышу, как откуда-то издалека птичий гул нарастает. Да все сильнее и сильнее. Обернулся, смотрю, и вправду летит небольшая воронья стая. Впереди одна ворона что-то в клюве тащит, а за ней еще десяток сородичей. Та, что первая, уронила в снег какой-то мешок, а вся остальная стая спустилась вниз. Устроили птицы на снегу драку за эту добычу. Пока одни дрались, другие пытались расклевать мешок, а из мешка душераздирающие звуки доносятся. Понял я, что кто-то живой в мешке есть. Я тут же на помощь поспешил, выстрелил разок из ружья в воздух, птицы разлетелись, а я к мешку подбежал. Открываю, а в нем котенок. Да такой маленький, такой, рыжий, только что глазки свои открыл. Вот, думаю, хозяин бывший выкинул на помойку, а вороны тут как тут. Так что если бы я в тот день на охоту не пошел, то все, погиб бы.
Рыжий. Схватил я мешок, засунул под куртку, чтобы малыш согрелся и скорее домой. Прибежал, а жена с кошкой встречают у порога. Наташа сразу догадалась, что что-то неладно. Вот тут я ей предъявил свою рыжую находку. Она руками всплеснула от удивления и выкрикнула: «Такой рыжий, прямо как абрикос!» Наташа обработала ему раны, полученные от вороньих клювов. Ну вот и имя ему придумывать не надо. Так он и стал абрикосом. Нюрка долго обнюхивала найденыша, но, как говорится, чужих детей не бывает, и она приняла его в свою кошачью семью. Так и рос он у нее под теплым брюшком вместе с другими котятами. Когда котята подросли, мы всех раздали, а вот абрикоса решили оставить себе. Невероятной красоты вырос кот, а уж крыс и мышей гонял нещадно. Но больше всего ворон не любил, просто смертельно ненавидел этих птиц. Даже чучело на огороде можно было не ставить. Стал он главным самцом в деревне. Во всех дворах теперь рождались рыжие котята. Так мы и жили 10 лет дружной семьей. Полный комплект. Кот с кошкой, собака во дворе, корова, коза, куры и утки. Все было. Но постепенно наша семья начала редеть. Сперва по очереди не стало собаки, а потом и кошки-нюрки. А год назад Наташа слегла. Остались мы в избе втроем, я с супругой и абрикос. Кот целый день спал на печи, а ночью уходил по своим делам. Больше всего любил он на чердаке сидеть. Видимо, ему оттуда все и всех видно. Я, бывало, выйду на крыльцо, позову его, он прибежит и сразу в дом. А вот в ту ночь погода разыгралась не на шутку. Снег шел уже 3 дня, мороз был за 30, а в эту ночь ветер усилился. Но абрикоса это не остановило, и он по обыкновению ушел из дома. Погода портилась еще сильнее, двор заметало снегом так, что тяжело было выйти на крыльцо. Тут уже спать пора ложиться, а кота нет. Думаю, надо его на ночь домой загнать к теплой печке. Раз выглянул в коридор, позвал его, не пришел. Второй раз вышел, звал, опять не пришел. В третий раз решил на улицу выглянуть, может, ему сквозь сугроб и к крыльцу не пробраться. Вышел в чем был, а тут, как назло, порывом ветра кусок шифера с крыши сорвало, да так, что лист этот прямо на голову мне и приземлился. Естественно, я сознание потерял и в сугроб упал. В это время неизвестно, откуда появился абрикос. Он, видимо, долго пытался привести меня в чувство. Вылизывал лицо, кусал за уши и нос, но все напрасно. Наташа слышала, как он истошно орал во дворе. Она уже понимала, что произошло что-то ужасное, но встать не могла. Была парализована. Но кот был умный, он решил пойти к соседям за помощью. Соседка, баба Надя, была глуховата, да еще весь вечер в ее доме громко работал телевизор. Кот орал дурным голосом, скреб в дверь и окна. Наконец-то ему удалось привлечь внимание старушки. Она долго не могла понять, что хочет от нее этот орущий рыжий комок. Потом она все-таки догадалась, что кот ее куда-то зовет, и через сугробы пробралась к нам во двор, а там уже и обнаружила меня без сознания и замерзающего на морозе. Вот такой вот у меня абрикос, а ты говоришь, зачем? Я потрепал абрикоса за рваное ухо и предложил ему кусок колбасы в знак примирения. Дорогие зрители, а у вас когда-нибудь были домашние питомцы? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.